Здравствуйте, друзья! Природа вновь напомнила о своей мощи. За последние сутки мир пережил серию катастроф – наводнения, штормы, извержения. Все это сигнал того, что Земля меняется прямо у нас на глазах. Ну а мы начинаем. 24 октября. Снег. Неожиданный октябрьский снегопад обрушился на юг Бурятии, превратив федеральные и региональные трассы в ловушку для водителей. На подъемах образовались многокилометровые пробки. Перевалы Мандрик на трассе Р-258 Байкал и Пыхта на дороге Улан-Удэ, Турунтаево, Курумкан, Новый Оян закрыты или ограничены для больших грузов, автобусов и машин на летней резине из-за снежных накатов гололеда и завалов высотой до 50 сантиметров. В Тальцах из-за гололеда произошло несколько серьезных ДТП. В Улан-Удэ пробки накануне достигали 8 баллов. Дорожные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить движение. Полиция и МЧС рекомендуют в эти дни воздержаться от поездок. Неблагоприятные погодные условия продолжают осложнять движение и на региональной трассе Братск-Усть-Илимск. Из-за гололеда и осадков закрыли проезд автобусов и большегрузов массой свыше 3,5 тонн. Хотя спустя некоторое время движение со стороны Усть-Илимского района было частично восстановлено, в Братском районе с 0 по 70-й километр ограничения действуют до сих пор. Экипажи ДПС патрулируют участок, водителей об ограничениях предупреждают по радиосвязи. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в этом направлении, чтобы избежать рисков. Сочи. Ночью произошел взрыв на 4-м этаже многоэтажного дома на улице Тимирязева с последующим возгоранием на площади в 15 квадратных метров. Ударная волна частично обрушила несущую стену, повредила остекление в соседних квартирах и задела крышу частного дома по соседству. В результате происшествия погиб 1 человек, еще 3 получили травмы, 70 жильцов дома были эвакуированы. Основной версией причины трагедии на настоящий момент называют утечку бытового газа. Жильцы дома отметили характерный запах газа в подъезде перед происшествием, однако точные обстоятельства и причины взрыва пока устанавливаются специалистами. На месте происшествия работают дознаватели и представители газовых служб, которые совместно с экстренными подразделениями ведут осмотр поврежденных конструкций и коммуникаций. В одном из рейсов бюджетной авиакомпании Thai Lion Air из Бангкока в Чангмай пассажир с тревогой снимал на видео, как крепежные болты на крыле Boeing 737-800 начали расшатываться и вращаться прямо в полете. Видео, быстро набравшее миллионы просмотров в соцсетях, вызвало волну обсуждений о безопасности полетов и качестве обслуживания флота. Известно, что самолет благополучно приземлился в Чангмае, борт сняли с рейса для дополнительной проверки и обслуживания. Гражданская авиационная администрация Таиланда инициировала проверку. Пока инцидент классифицируют как технический дефект, но если подтвердится системная проблема, авиакомпания может получить штраф или запрет на эксплуатацию борта. Вечером в пятницу кратковременное взрывное извержение произошло на вершине вулкана Канлаон на Филиппинах. Извержение сопровождалось ударной волной, зафиксированной сейсмологическими приборами и услышанной жителями в радиусе 6 километров. В результате извержения образовался столб пепла высотой 2000 метров, шлейф от которого протянулся на северо-восток. На южных верхних склонах вулкана наблюдались пирокластические потоки, которые спустились на расстояние до 1 километра. В нескольких населенных пунктах провинции Западный Негрос прошел сильный пеплопад. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сохраняет 2-й уровень опасности для вулкана. Жителей и туристов призывают не приближаться к вершине вулкана ближе, чем на 4 километра. На Доминиканскую республику, включая столичную провинцию, обрушились мощные ливни, вызванные тропическим штормом Мелисса.
Ливневые дожди привели к значительному наводнению в секторе Эррера и других районах, парализовав движение транспорта и вызвав серьезные перебои в жизни города. Медленно дрейфующий по Карибскому морю шторм принес более 300 мм осадков, что привело к прорыву дамб, оползням и отключениям электроэнергии. В Эррере и соседних районах эвакуировано свыше 1000 человек. Зафиксировано 26 повреждений домов и 1 смертельный случай. Хотя шторм пока не усилился до урагана, его медленное движение продлевает угрозу на выходные с риском катастрофических наводнений, поскольку он задерживается над территориями, сбрасывает большое количество осадков. В связи с продолжающейся угрозой в Доминиканской республике был введен режим повышенной готовности, а в 12 провинциях объявлен красный уровень опасности. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал, так вы точно не пропустите ничего важного. Вечером в пятницу часть кровли обрушилась на платформу Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге. Рухнул участок кровли надземной парковки, расположенной над путями и платформами вокзала. По данным СМИ, упавший кусок кровли имел размеры примерно 5 на 15 метров. Информации о пострадавших нет, так как по предварительным данным в момент обрушения на перроне не было людей. Поезд, находившийся на 12-м пути, был отогнан. Движение поездов не остановлено, однако вход на вокзал со стороны Зольной улицы был закрыт. Автомобили, находившиеся в опасной зоне, были эвакуированы. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту обрушения. На несколько городов на юге провинции Кордова в Аргентине обрушился сильный шторм с крупным градом. По данным местных властей, град достигал размера мяча для гольфа, а порывы ветра превышали 100 км в час. Основной удар стихии пришелся на города Викунья-Макена и Ховита, а также на прилегающие населенные пункты. Повреждены крыши домов, повалены деревья и оборваны линии электропередач, зафиксированы повреждения автомобилей и зданий. Серьезный ущерб нанесен также сельскохозяйственному сектору. Пострадали посевы, сады и техника. В низинах из-за ливня наблюдались локальные подтопления. Провинция Кордоба – это один из самых грозовых регионов мира. Здесь суперячейки формируют рекордный град из-за уникальной географии, которая усиливает восходящие потоки. — 21 октября в провинции Тунджеле на востоке Турции произошел внезапный камнепад. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как огромный валун обрушился на горную дорогу, ведущую в деревню Кара-Хайдар, засыпав ее камнями и грунтом. Инцидент произошел во время проведения работ по ремонту линии электропередачи. Движение по дороге было полностью перекрыто. Почти год спустя, после масштабного разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, Черное море снова несет угрозу популярным российским курортам. По данным оперативного штаба Краснодарского края, к берегам Анапы и Темрюкского района приближается пятно мазута массой до 900 тонн, которое может загрязнить пляжи Бугасской косы, станицы Благовещенской, поселка Веселовка и даже поселка Волна. Уже зафиксированы первые небольшие фрагменты нефтепродуктов, смешанные с водорослями. В Анапе тем временем местные активисты ожидают, что это мазутное пятно будет еще больше предыдущего. Власти уже начали восстанавливать вал для защиты от возможных выбросов нефтепродуктов длиной в 13 километров по всему побережью. Превентивные меры приняли в том числе после изучения снимков со спутника, которые зафиксировали в море пятно. По словам местных властей, мазут мог разлиться из саркофагов, которые разбило при шторме.
Муниципалитет Фусагасуга в департаменте Кундинамарка в Колумбии пострадал от сильного ливня, сопровождавшегося шквалистым ветром до 60-70 км в час. В результате непогоды в основном пострадали северные районы города. Сильный дождь продолжался более 2 часов, вода хлынула с холмов, переполнив канализационные стоки, и затопила улицы, дома, школы и даже центральную площадь. Уровень воды на отдельных участках достигал 30-50 сантиметров. В результате удара стихии повреждены крыши около 15 домов, повалено не менее 10 деревьев. В некоторых районах до сих пор отсутствует электроснабжение из-за оборванных линий электропередачи. Непогода затронула также соседние муниципалитеты Сильванию, Тибакуй и Медину. В Медине сошедший оползень полностью заблокировал трассу. Работы по расчистке осложнены продолжающимися дождями. В четверг на вершине горы Фудзи, священного символа Японии, выпал первый в этом сезоне снег. Это событие, которое обычно знаменует начало холодов, в этом году произошло на 21 день позже среднего показателя, но на 15 дней раньше, чем в 2024 году, когда был зафиксирован рекорд по самому позднему снегопаду за 130 лет. В селе Островное Билибинского района Чукотского автономного округа была зафиксирована аномально низкая для этого времени года температура воздуха – минус 34,9 градусов Цельсия. В конце октября температура воздуха в Островном обычно держится на уровне около минус 10 градусов. Резкое падение стало неожиданностью даже для местных жителей. По данным метеорологов, подобные холода в октябре в этом регионе наблюдались почти 90 лет назад, в 1936 году. Вулкан Мерапи на острове Ява в последние дни демонстрирует заметное усиление сейсмической активности. Сейсмографы зарегистрировали серию толчков, связанных с подъемом магмы. Это привело к небольшому выбросу газов и пара, достигших высоты до 150 метров над кратером, а также к сходу лавы на юго-западном склоне в сторону реки Бэбэнг. Длина потока составила около 1,5 километров. По данным Центра вулканологии и геологического управления Индонезии, уровень тревоги остается на 3-й отметке. Жителям и туристам рекомендовано не приближаться ближе, чем 3 километра к вершине. Округ Гробаган в провинции Центральная Ява в Индонезии столкнулся с мощным наводнением, спровоцированным несколькими днями непрерывных ливней. Основной удар пришелся на подрайон Пурвадади, где переполнение рек Серанг и Тунтанг привело к прорыву 2 дамб и затоплению жилых кварталов. По данным Национального агентства по борьбе с бедствиями, пострадала 21 деревня в 11 районах. Затоплено 2095 домов, около 1700 жителей эвакуированы, а сельскохозяйственные угодья на площади 205 гектаров уничтожены. Особенно тяжелая ситуация сложилась в деревне Чинкронг, где уровень воды достиг 1 метра. Наводнение также повлияло на работу железной дороги. Движение было временно приостановлено из-за подтопления путей. Сейчас уровень воды начал постепенно снижаться, но многие дома остаются затопленными. В пострадавшие районы направлены аварийные бригады и спасатели. Индийское побережье Ченнаи наводнили толстые слои токсичной пены, появившиеся после обильных муссонных дождей. Белая пена покрыла береговую линию на участке протяженностью около 1,5 километров от Патина-Паккама до Сриниваса-Пурама, вызвав озабоченность экологов и медиков. Основной причиной является попадание неочищенных сточных вод, промышленных стоков и моющих средств в залив. Пена состоит из фосфатов и других химических веществ, которые при смешивании с морской водой и взбалтывании волнами образуют густую пену. Присутствие токсичных веществ нарушает водную экосистему, наносит вред морским обитателям и загрязняет источники морепродуктов, а также вызывает цветение водорослей. Друзья, на этом наш выпуск завершен.
Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.